Всем привет, с вами канал Baltic Sails, и сегодня мы отправляемся с вами из Барбаты в Гибралтар. Мы пройдем между двумя континентами и остановимся в Гибралтаре на якорной стоянке. План у нас такой. Марину мы покинули, довольно-таки сложный был выход, потому что течение уже начинается, прилив. Ветер у нас попутный, 8-9 узлов и где-то 5 узлов получается аппарант. Пока я паруса не открываю, мы зайдем дальше в пролив, и там уже должен быть ветер, который всегда есть и довольно-таки сильный. Я не знаю, если будет очень сильный ветер, то я пойду без парусов там, потому что все-таки нужно огибать еще линию береговую, плюс еще расходиться со всеми судами. Посмотрим сейчас. Пока волна, конечно, некомфортная, у нас дует ветер сзади, ветровая волна сзади, плюс боковая волна с океана, и течение пока еще нам сопротивляется в нос, но скоро оно должно будет разворачиваться. А там, видите, Африка на фоне, если видно. Ну вот мы вроде и ушли от 3 волн. У нас была довольно-таки высокая океанская волна с правого борта и ветровые сзади. Ветер, он то появляется, то пропадает, то переходит на правый борт, то на левый. Так что я иду без парусов, потому что не могу бегать, перекидывать постоянно все это. Нас обогнал катамаран, он ехал за нами, обогнал как стоячих. Ну и они там довольно-таки хорошо идут, нас побалтывает. Это берег Африки. Вот он там, видите. Там где-то Танжир. А это сейчас вход в Гибралтар. Подходим к Тарифа. Как вы видите, Африка скалистая уже видна хорошо. Вот, видела, какая турбуленция там? Испания. Африка. Пересрались к чертовой матери. Потому что мне детей не уложить. Я одна с ними там вдвоем. Меня саму тошнит. Витю укачивает, его тошнит. Веля хочет есть. Нас болтало так, что, короче, телевизор било о стену со всего размаха. Оно мне надо? Напомните ко мне. Африка еще раз. Испания. Капитан. Пристегнутые дети. Не знаю, видно или нет было. Болтает жуть. Вон там. Наш срач. Да. Кто-то вылезает, какой-то большой дом на воде. Вот так вот. Гибралтарский пролив. Если захотите пройти Гибралтарский пролив, не обязательно покупать яхту и болтаться. Можно взять паромчик, но сначала долететь до Испании, например, до Фунгеролы, там взять оплачиваемую экскурсию, и вас смотают в Африку. Вот. Мы один раз так с родителями ездили в Африку. Меня там украли. Мне было 12 лет. У меня много интересных историй. Такие вот дела. Нам соседи из Голландии сказали, что изи был переход. Погода примерно такая же у них была. Но я не скажу, что это было изи. Вот сейчас мы идем по Гибралтару, это изи. А вот дойти до Гибралтара от Барбаты и зайти, короче, в этот пролив, это было еще что-то. Волны, короче, большие. Ветер на порывах там больше 20, около 30 узлов.
Ветровые волны тоже большие, частые. Боком к ним вообще не повернуться. Короче, ну вот, добрались до Гибралтара, теперь плывем в проливе. Но это не было изи. Я бы сказал, сложно было зайти в сам пролив. Обратите внимание на слово «плывем». Правильно сказано, «плывем». Ко всему прочему, два ребенка, которые орут, значит, одному надо поменять срочно подгузник. Срочно. Имеется в виду очень сильно срочно. Здесь вот можно вам показать. Это не шоколад. А еще я стою тут, борюсь с волнами, короче, это весь Бимини наш пахнет, короче, кошачьим саньем Барбаты. И я вот прямо вот так вот носом стою, смотрю, как лучше на волну зайти или сойти с нее. И нюхаю, короче. Воняет сакой кошачий, просто не передать. Знаете, я вам как вет говорю. Отработала в ветеринарной клинике ветом. Знаете, такой саниной я еще не встречала. Воняет ужасно просто. Просто термоядина, моча некастрированных самцов. А внутри пахнет тоже некастрированными самцами. Ситуэйшн, блин. И этот еще старший не может никак уснуть. Еще они голодные, и их тошнит. Меня тоже тошнит, я тоже голодная. Вова даже еще не завтракал ничего. Время хрен знает сколько, он не завтракал. Вообще. Я хоть йогурт съела. Ой, ребята, хрен его знает, честно. Ну, в жизни надо суетиться. В жизни надо суетиться, что-то делать, какие-то интересные истории проживать. Да? Это же ведь причина, да, всего. Оставайтесь с нами. Ну вот она и Африка. Наконец-то мы до нее доплыли. Посмотрите. На заднем плане Африка. А здесь Испания. Осталось чуть-чуть, и мы в Средиземушке. Движение сегодня не такое уж и большое. Мы плывем тут в стороночке слева, не мешая большим кораблям. Там вон катамаран выходит, наоборот, из пролива в океан. Ну что ж, здесь уже покомфортнее, конечно, в самом проливе. Ветер дует больше 20 узлов. Я сейчас перекус небольшой у меня. И не знаю, может быть, даже открою Генуя и доплывем на Генуя уже до Гибралтара. А вот, как вы видите, Африка заканчивается здесь левее. И это такой, как полуостров он или остров Суета. Это испанская территория в Африке. Я думаю, что как-нибудь мы туда обязательно доплывем, но не сейчас. Но интересно, вот левый берег. Здесь Испания, вы плывете туда в Африку. И там, получается, опять Испания. Вода сейчас здесь бурлит, потому что течение меняется и ветер у нас. По левому борту 15 узлов, волны сзади, течение присутствует. И как бы вот встречные, боковые, где-то под углом 45 градусов, 60 градусов, ветровые волны. Наконец-то скоро будем прятаться на якорную стоянку.
Все дети спят, и вот заслуженный ужин. Наш утренний завтрак в прекрасном месте. Гибралтар. Ну, теперь, наверное, можно рассказать о том, как мы проходили Гибралтар. Выходили мы, я специально подбирал, чтобы на низкой воде. И подсчет был такой, чтобы когда мы будем в Гибралтаре, чтобы течение было в Средиземное море. Ну и, в общем-то, достаточно сложный вход получился, потому что океанические волны там такие довольно-таки частые стали в бок, и это невыносимо было, поэтому приходилось разворачиваться против волн, отходить от берега и потом заново перпендикулярно волне разворачиваться. Ветровые волны также были большие и частые, потому что там дует как бы всегда практически. И приливное течение тоже дает волны. Так что сам вход был не особо приятен. Я там решил не пользоваться парусом, потому что и так довольно-таки сложно было. Я постоянно менял углы к волнам, чтобы сохранять комфортную среду на лодке. Так как у нас дети, они ползают там внутри. А если совсем плохо, то мы их пристегиваем. Если бы нужно было бы, если парус был бы открыт, то там довольно-таки сложно было, потому что ветер дул в корму 180 градусов и гулял постоянно то в левый борт, то в правый борт. А если бы была бы какая-то команда, которая бегала бы, да, и перекидывала бы парус постоянно, это бы проблемой не было. Но у меня возможности бегать не было, потому что я в ручном управлении там заходил без автопилота. Каждую волну нужно было резать вручную, чтобы тут не кидало всех в салоне. И еще один фактор в том, что как бы там ветер то увеличивается до сильного, то уменьшается. То увеличивается, то уменьшается в моменты, когда вы где-то там проходите. Так что стабильности хотелось, и я ехал на моторе просто. А когда уже заходите в пролив, там уже в принципе идете, и проблем никаких нет после того, как вы обошли Тарифу. Ну, вот только на выходе еще из пролива Гибралтару тоже какая-то турбуленция воды была, там менялось как раз течение, поэтому волны были, короче, и сзади в корму, и спереди в нос. Так вот интересно. Но большой проблемы они не доставляли, как бы, но выглядит, конечно, необычно. Сейчас мы здесь вот стоим на якоре, и я думаю, нужно вот это наш динги висит. Его нужно поднимать и перекладывать на палубу. Так не хочется, но это сделать придется. Сейчас мы, наверное, пойдем в Марину. И вот я не знаю, сразу пойти заправиться в Гибралтар или когда будем выходить по пути уже и заправиться. А в Марину мы сейчас хотим стать, потому что довольно-таки эффективно хотим провести время. Вот как раз здесь на испанской стороне хотим посмотреть испанскую часть Гибралтара и зайти в сам Гибралтар тоже. Это несколько дней займет. На Гибралтар мы вообще хотим целый день потратить. Возможно, на фуникулере поднимемся на гору, познакомимся там с обезьянками. А для этого, наверное, лучше все-таки находиться в Марине, потому что там просто вышли и пошли. А здесь нужно снимать динги, ехать на берег и потом обратно, все в таком же процессе. Просто оставить динги здесь где-то нельзя. Там можно в Марине вроде как за 6 евро на день оставить свой динги. Ну, мы, наверное, поплывем в Марину. И еще проблема в том, что уже все-таки почти середина ноября, и солнце, короче, светит достаточно низко. А солнечная энергия нам не дает такой же эффективности, как летом. Площади у нас и на лето-то недостаточно было, но это очень хорошо минимизировало потери. А сейчас батареи разряжаются, конечно, очень быстро, потому что практически все идет от батареи. Солнце мало что дает.
Но якорное место это, конечно, кайфовое. Здесь хотелось бы зависнуть хотя бы на неделю вот так, чтобы никуда не торопиться. Тогда можно стоять на якоре и просто плавать на динге туда за 6 евро. И вполне это ок. Ну все, снимаемся с якоря и плывем сейчас в Марину. Договорились, мы приплывем на Waiting Ponton. И там уже пойдем чек-ин делать и место получать. Сказали, что 28 евро приблизительно на нашу лодку будет стоить. И электричество, короче, платное, и вода тоже платная. Так что там разберемся. Тут, короче, школа, регата или я не знаю что, но там люди запутались. Забуёк. Съемка идет, короче. Медиаболт. Видали? Какой замес. Якорь пытаемся снять. А тут такое. Пришвартовались в Марине Алькадейса. Вот такой, типа, Waiting Ponton. Довольно-таки, как для больших кораблей, знаете, такой. И заправка сразу. А вот здесь офис Марины, где сейчас мы будем делать чек-ин. Короче, зашвартовались мы. Вот такое место здесь. Гора Гибралтар. Рядом продается лодка. 15 тысяч. Если интересует, звоните. Номер тогда сними поближе. Да. Вот такие дела. Сейчас идем гулять рядом с этой горой. Марина для нашей лодки стоит, сколько там, 28 евро получается. Плюс электричество и вода тоже платные. Вода, значит, у нас евро 90 кубометр. И 30 центов стоит киловатт-час. Смотрите, какая хитрая причина, почему электричество и вода платно. Вот так вот. Сейчас вышли из Марины, вышли пешком, если уточнять. И вот где гора Гибралтар, мы сейчас повернем направо, и вдоль нее взлетно-посадочная полоса самолетов, аэропорт. И они вот прямо здесь взлетают и садятся. Она настолько короткая, что они взлетают гораздо раньше, чем в обычных аэропортах. Ну и когда садятся, наверное, довольно-таки жесткое торможение у них. Так же, как и жесткий взлет. Я вам больше скажу. Взлетная полоса, как написано в комментариях, является транзитной зоной, по которой человек проходит границу. Так что граница между Великобританией и Испанией – это взлетная полоса. А вот, кстати, и граница, которая разделяет Испанию. С левой стороны у нас Испания, а с правой стороны Гибралтар. И это уже Англия. Так близко. И проходить нужно будет через аэропорт. Прямо по взлетно-посадочной полосе вроде как. Но мы туда обязательно сходим и покажем вам все это. Вова попросил рассказать историю Гибралтара. А я, можно подумать, прям вот... историковед, в общем. Вероника писала в Телеграме красивый пост. Я хочу, чтобы она проговорила это на камеру тоже для всех, даже тех, кто не подписан. Кстати, обязательно подписывайтесь, потому что Вероника там много что пишет. А это пост из Телеграма. Да. Давай. В общем, вот только на секундочку представьте. На самом деле там ни о какой истории не написано. Там написано о том, что всего 14 километров расстояние между вот в этом узком проходе, да, самое узкое место, расстояние между Евразией и Африкой всего лишь 14 километров. Вы просто вдумайтесь, 14 километров. Если встать посерединке, ну ты не встанешь, естественно, потому что это вода. Но 7 километров, допустим, в одну сторону, это... Ой, да простят меня хейтеры. Цивилизация, это Европа, это инновация, это медицина. И 7 километров в другую сторону, это бедность, да, не во всех регионах, но в общих чертах. Это бедность, это вглубь туда женское обрезание, да, это огромная смертность.
Это где воруют детей. Много, хотя в Европе, естественно, воруют. И в Америке, и в России, Недостаток это понятно. воды. Недостаток воды, вы только вдумайтесь. То есть 7 километров туда, если вот на этой вот, получается, серединочке быть, находиться. 7 километров в одну сторону, это лей сколько хочешь воды на себя, мойся, ходи в душ, принимай ванну, плавай в бассейне, да. А 7 километров туда и туда вглубь идти, в Африку. То есть там люди, допустим, сражаются за какие-то капли воды. Ну вот только просто вдумайтесь. А также, конечно, четкая граница между культурами, религиями. Это место, где вот оно встречается, да, христианство и ислам. А насчет истории, если очень бегло, то в принципе весь Иберийский полуостров, или как он сейчас называется, Пиренейский полуостров, был 800 лет, более даже, да, под арабами. Только вдумайтесь, да, мы еще когда с Вовой гуляли, смотрим, такие плиточки красивые, да, плиточки как красивые. В Марокко. Как в Марокко. А чё ж они как в Марокко-то, да? Потому что 800 лет. Ну, там, если совсем вглубь уйти, да, то есть там это были и иберийцы, потом вот эта Римская империя, потом все это распадается. Но вот этот клочок земли, Гибралтар, получается, что вытеснение местных жителей и захват. Или, как сейчас нынче принято модно говорить, освобождение. Ох, сейчас полезет просто. Просто изо всех щелей полезет. Так вот, но мы сейчас не о политике. Мы о том, что просто вдумайтесь. Вот это маленький клочочек земли, а сколько всего тут перемешано между Его собой. сначала освободили испанцы от каких-то местных поселений. Освободили. Потом африканцы освободили Гибралтар. Арабы, да. Арабы да, освободили ну, африканские Гибралтар. арабы, Снова, да. как бы и он был под арабами. Да. И потом его освободила Англия. Нет, сначала... Великобритания. Нет, сначала испанцы сами себя освободили, но, в общем, не суть. Просто вы представьте, и вот это... Короче, это место кто только не освобождал. Да, а вот на самом деле про конкретный Гибралтар, вот эту гору, да, я думаю, вот мы сейчас с Вовой обсуждали, что весь Гибралтар, все население Гибралтара голосовало против Брексита, потому что хоть и Испания пошла навстречу, ну, как сказать, не пошла навстречу, ну, в общем, у них договоренность между Испанией и Гибралтаром, что можно проходить без штампа в паспорте, просто туда-сюда, туда-сюда. Ну, мы сейчас все эти подробности увидим, конечно, там, когда будем проходить границу. Но вот сейчас вот мы наблюдали, как вечер, и огромная, просто невероятная такая очередь из машин. И, ну, представьте, если бы была большая Марокко, дальше путешествовать, потому что, ну, Гибралтар, местность, ну, максимально ограниченная по площади, и большую часть занимает гора. Бедные люди. Вот, так что я в Телеграме более, конечно, романтизированно написала и красиво, но хотелось там что-то такое поведать, такое прям вот вдохновление было ночью. Так что подписывайтесь, да. Вчера мы приняли решение, что место все-таки невероятно красивое и особенное. Немного где разделяются два континента. И мы решили вместо 2 ночей остаться на неделю, чтобы все успеть, так как за один полный день не успеешь посмотреть и испанскую часть у Гибралтара, и сам Гибралтар. И того, чтобы все это посмотреть и успеть все нами запланированное, мы решили, что нам нужна неделя. Но у нас ребенок вышел из строя,
и никуда не хочет идти. Получается, что мы просто остались здесь и ничего делать не можем. Просто вот сидим на одном месте, а он плачет. Такая у нас эффективность. Если там кто думает, что мы так долго везде задерживаемся, могли бы плыть быстрее, но нет, не могли бы. Потому что если мы будем только плыть, мы вообще ничего не увидим. А с детьми увидеть все можно не каждый день, а может даже не каждые 2 дня подряд. Сегодня у нас последний солнечный день на этой неделе, и мы идем в Гибралтар. Вот она гора. Мы сейчас обойдем это здание, и там сразу же граница в Гибралтар. Будем проходить ее, и сегодняшний день проведем там. Уже подходим к границе. Она, собственно говоря, вот здесь парковка, и вот тут уже будет граница за забором. Мы ее пройдем и будем переходить потом через взлетную полосу аэропорта. Или под ней, я не знаю, сейчас увидим. Все, мы уже в Великобритании. Получается, у нас проверили просто паспорта, и с паспортом ЕС никаких штампов не ставили, ничего. Просто прошли границу, испанская сторона проверила паспорта. И UK сторона тоже проверила паспорта. Все. Это была самая быстрая проверка, наверное, в нашей жизни. Ну и вот Гибралтар, Англия. А теперь осталось пройти через взлетную полосу. И вот сейчас она как раз закрывается. Здесь есть светофор, который показывает, можно передвигаться или нет. Вот пешеходам сейчас можно передвигаться, машинам закрыли шлагбаум. Вероятнее всего сейчас будет скоро садиться самолет, или взлетать. И вот получается, мы теперь просто идем через взлетную полосу, где взлетают и садятся самолеты. Прям по взлетной полосе. Чтобы вы видели, вот с левой стороны там взлетная полоса и океан. И с правой стороны начинается взлетная полоса и тоже океан. Красота. Очень необычное место. Удивительно, но на своих заморских территориях Великобритания оставила правостороннее движение. Не стала его переделывать на левостороннее. Ну что ж, подходим к фуникулеру. Cable Car он здесь называется. Непонятно почему Car, мы тут спорили. Но как бы Car, Сейчас будем подниматься на гору. Вот так выглядят ступеньки. Здесь вот так надо подняться и затащить коляску. А вот и наш Геракл, который это все тащит. Подожди, а куда камера? Понятно. Залезли мы в кабину, плотно тут, жуть, людей дофига просто. Коляску пришлось сюда затаскивать, так что такое себе мероприятие.
Вот мы и поднялись. Вероника, как всегда, стрессанула. Вид потрясный. Я не знаю, самый верх это или нет, но нам, видимо, еще придется сейчас тащиться по ступенькам. Здесь, короче, везде гуляют обезьяны. Витя, осторожно, Витя, осторожно. Витя, не надо. Иди с мамой. Рядом. Осторожно. Вот такие вот обезьянки здесь живут. Ползают. С прекрасным видом на разные горы. Молодой человек и молодая обезьянка. Оп-оп-оп-оп. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Эй, не-не-не. Не-не-не-не. Кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш. Кыш. У нас сейчас все заберут. Всё, Пока. держи телефон. Подожди, у нас заберут сейчас все пока. тогда Тащи его туда, возьми. Пристегивай. Если ты идёшь, Все с коляски заберут сейчас. А вот и Средиземное море. Это скала с другой стороны. Посетили мы гору Гибралтар. Вот как раз фуникулер, куда мы поднимались. Посмотрели там на диких обезьянок, все дела, все, дети вроде как рады. Но Веронику укусила одна, обезьяна за палец, и она вот сейчас пошла как раз в туалет помыть хорошенечко от слюней руку. Такие вот дела, будьте аккуратнее, животные дикие. Я не знаю, что сказать. Меня укусила обезьяна. Обезьяна напала на Велю. Веля сидел в коляске. И, обезьяна пыталась... Хотела отобрать соску. И прыгнула, прям, можно сказать, на лицо Вели. Я подставила руку и вот так рукой пыталась ее отогнать от лица, чтобы козырек накинуть на Велю. На коляске. У нас хороший козырек, он закрывает полностью ребенка. И зубом, она на самом деле меня не укусила. Я просто напоролась на зуб. Вот. Понятно, что меня не смущает сам факт того, что меня укусили. Меня за мою жизнь кто только не кусал. Я скажу вам, что самый больной укус из всех животных, кто меня когда-либо кусал, это дегу. Вот этот товарищ, не хотелось бы, чтобы еще раз меня когда-нибудь укусил. А остальные, это не больно, просто я Вове и всем направо-налево рассказываю о том, что нужно обязательно вакцинироваться от бешенства, если путешествуешь. И моя работа напрямую связана с бешенством. Я
проверяю там, да, документы у животных, у маленьких, да, домашних животных, и отчетности веду. Ну, раньше вела отчетности, допустим, всех, кто с Украины к нам приезжали, домашние питомцы. Направляю проверки там и так далее, и так далее. И, короче, я один раз в жизни вакцинирована от бешенства. Ревакцинацию пропустила. И, короче, человек, который больше всех рассказывает о том, что это единственная в мире болезнь. Единственная. Больше нет ни одной такой болезни. Единственный зооноз, который летальный исход 100%. И вообще насрать, кто вы там, антиваксер или еще кто-нибудь. Вообще плевать. Всех подкосит просто, ну, полностью, ну, 100% смертность. И мы тут около Африки. И вообще это так все безответственно, короче, просто... Ну, вот мне работник сказал, что они все вакцинированы, что логично, понятно, да? Как бы я, как ветеринар, тоже понимаю это, что они все вакцинированы. Логика есть, потому что они... Что им стоит спуститься с горы оттуда и, допустим, укусить какую-нибудь собаку. И все, это же ведь зооноз. То есть распространяется как на животных, так и на людей. Вот, но сам факт, что мы были в Эстонии, у меня было это в планах, провести вакцинацию себе, Вове и детям, чтобы как бы в такие моменты, когда напариваешься на зуб, не встречаться на секунду со всеми, короче, на том свете. Такая вот история, меня вот это бесит больше всего в данном случае. Не тот факт, что меня укусили, ну и, конечно... Ситуэйшн такой себе, когда ты видишь, что, короче, какая-то обезьяна на лицо прыгнула ребенку твоему. Вот, у нас тут такой козырек. Я его вот так вот, получается, ну, вот с этой стороны отгоняла, он прыгнул, я вот так вот его оттолкнула и сразу потянулась за капюшон. И все, и тут Веля в домике. Вакцинируйтесь от бешенства, если вы посещаете какие-то странные места. Да. А сегодня мы снова на испанской стороне, и так как погода плохая, сильно дует, и дожди постоянно идут целую неделю, мы идем сейчас в бесплатный музей. Посмотрим, что здесь интересного есть. Дождь начнется снова где-то около 6 вечера с грозой, так что нам надо будет до этого времени успеть спрятаться в лодке. А сейчас пока культурная программа. Непростые у нас выходы везде. Требуется терпение. У нас его
свыше. Терпения вот прям вообще очень много. Поэтому мы всегда спокойные и добрые люди. Такой бесплатный музей какого-то художника испанского. Крус Херреро. И там представлены разные одежды разных дизайнеров. Непонятно, как все это взаимосвязано. Дизайнеры одежды там очень известные. Вернулись мы в Гибралтар еще раз посетить вот этот мини-зоопарк. Стоит 8 фунтов. Ну и здесь таких особо животных нет, потому что Гибралтар маленький и зоопарк маленький. Но есть лемуры. Ну, главное не дома сидеть с ними. Неважно куда, неважно какой размер. Оплатили мы вход, и оказывается здесь с коляской нигде не пройти. Первое же, что нужно после кассы пройти, это вот такие вот ступеньки. Поэтому мы сейчас ждем, пока Веля проснется. Тогда я понесу Велю, а Вероника пойдет с Витей. А вот коляску оставляем здесь. На мне напарник. И идем смотреть на царство самопровозглашенных королей лемуров. Здесь у нас морская свинья. Какие-то маленькие обезьянки. В общем, везде сплошные обезьяны. На горе и здесь. Этим обезьянам повезло меньше, потому что они в клетках. А знаешь, почему девочка не такая яркая? Как круто! Они опять спрятались. Зоопарк подошел к концу. Вот мы все тут нагулялись. Дети снова в коляске. Но вывод какой? Если вам не хочется сидеть дома и вам нужно куда-то вот взять, отдать чуть больше 20 евро. Меньше 20 евро. Хорошо, чуть меньше 20 евро. Просто прийти, отдать, то вам нужно посетить это место.
Вове не понравилось, короче. Перевожу на обычный популярный русский язык. Говорит, фигня фигней, потому что мало животных. А почему мало животных? Потому что мы зажрались, мы везде ходим. А в Кашкайше такой парк был вообще бесплатно. Вот. А здесь 8 фунтов, это 9-20 евро на одного. Поэтому меньше 20 евро, это нам на 4. Ребенок до 5 лет включительно бесплатно. Вот. А если бы сейчас было лето, ну такое прям вот жарко-жарко, было бы интереснее, потому что вот здесь вот, я не знаю, тут будет видно или нет, даже туннельчик есть для лемуров, и они бы вот так над головой у вас бы бегали. Поэтому, в принципе, за эти деньги это окей, просто минус, что с коляской вообще никуда нельзя, и минус, потому что погода нас подвела. А если было бы солнечно, было бы намного интереснее. Понятно. Ну, в общем, если вам хочется куда-то отнести деньги, приходите сюда обязательно. Я контент придумала. Смотрите. Гуляем мы, значит, по городу. Это Ратушная площадь. Вход в Ратушную площадь в Гибралтаре. Здесь у нас курицы. Видите, вот, ой, петух. Вот петух. Да, вот здесь вот петух. Смотрите, здесь мы идем. Здесь на веточке курицы, да. Вот видите тут на веточках курицы. Это курицы, если что. А здесь сразу готовый продукт. Как вам контент? Витюнька не рад. Так как у нас в Марине Барбаты обоссали нам весь кокпит кошки, то я вот здесь как раз все вчера отмывал, прям залил все пеной в кокпите и кярхером намывал. Вот. Жилет тоже был обоссанный, поэтому я его просто струйкой со шланга поливал, чтобы отмыть. И просто от небольшой струйки, короче, он сработал и надулся. Поэтому можете теперь посмотреть, как выглядит автоматически надутый жилет океанского типа. Это он уже второй день, получается, держится надутым. И если он сдулся, вот здесь есть сосок, можно его вытащить и подкачать. Ну, сейчас вот думаю, что с ним делать. Скорее всего, я его потом сдую и, возможно, сложу аккуратно и поменяю баллон. Если я смогу это сделать сам, то смогу. Если не смогу, тогда я узнаю в магазине, сколько это стоит, чтобы сделал специалист. Потому что, ну, как бы, такая вещь, которая хотелось бы, чтобы она в нужный момент сработала. А от кошачьего запаха, конечно, очень тяжело избавиться. Вроде как здесь больше не пахнет. У нас была еще одна подушка, вот такая, ее тоже обоссали, и я с ней ничего не смог сделать, она все равно запах держит, поэтому я выкинул. Та, которая не пахнет, оставил. Сегодня я снова борюсь с запахом вот этих вот наших сидушек, которые мы складываем в кокпите, потому что им недостаточно было вот этого вот шампуня и то, что я кярхером отмыл. Также сиденья от коляски у нас тоже пахнут кошачьей мочой. Поэтому я вот купил сегодня такое средство Odor Remover в магазине. И, в общем, оттирал вот эти вот сидушки. Сейчас они пока будут здесь сохнуть. Ну а завтра, тогда, когда все высохнет, я снова буду проверять, пахнут ли они или нет. Я надеюсь, что наконец мы избавимся от этого запаха, потому что, ну, это отвратно. Это, конечно, у меня еще аллергия на кошек. И я чувствую, как у меня прям легкие закладывает, и насморк появляется. Ну, вот боремся теперь с этим. Надеюсь, завтра будет результат положительный. А у нас здесь в Гибралтаре остается всего несколько дней. Завтра у нас последний день, это будет понедельник. Прошло как раз несколько штормов, грозовые тучи были, здесь лил все время дождь, и сейчас скоро дождь будет опять. Гром, гроза, ночью все дела, все, и ну, вот с сегодняшнего дня начинает все утихать, завтра будет еще лучше, а во вторник должна быть уже хорошая погода. Но пока по прогнозу не будет ветра вообще. А до этого вот вчера было там около 30 узлов дуло. Нам это много, так что мы в любом случае пропустили бы эту погоду, несмотря на гром и грозу. Но во вторник, к сожалению, там вообще никакого ветра нет. Удивительно, прям вот
Нали даже написаны. Ну, посмотрим. Я такого еще не видел, но увидим. Как люди рассказывают, в Средиземке либо сильно дует, либо ветра нет вообще. Но, например, на неделе прошлой, там был вторник, и там был хороший ветер, около 18 узлов, и море достаточно спокойное, волны маленькие, так что по кайфу можно было идти. Но мы хотели здесь задержаться и посмотреть это прекрасное место, Гибралтар, потому что место действительно особенное. Но мы потихонечку собираемся уже отчаливать. Провели здесь чуть больше недели. Дожди и грозы закончились, и вроде как по прогнозу их не должно быть. Вот смотрите, какой прекрасный вид. Это гора Гибралтара. И сегодня мы все покидаем это местечко. Всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами увидимся тогда в следующем видео уже.